Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой канал, посвященный лепке из полимерной глины. И сегодня я предлагаю сделать вам вот такие яркие цветочные серьги в технике аппликации. Ну а вас прошу поддержать меня лайком, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые мастер-классы, так как на моем канале вы можете найти видеоуроки абсолютно на любую тематику. Для начала нам нужно определиться с цветом основы, на которой мы будем выкладывать рисунок. Я решила использовать глину ледяной кристалл номер 166. Это очень нежный голубой оттенок. Подготавливаем глину, разминая ее и доводя до мягкого состояния, и раскатываем на пастомашине или используя скалочку. Обязательно следите за толщиной пласта, она должна не превышать 2 мм. Раскатав пласт, переносим его на ту поверхность, на которой мы будем обжигать наши заготовки. Я использую вот такое небольшое стеклышко. Далее приступаем к декору. Для начала буду использовать коричневый классический оттенок глины, чтобы сделать веточки вербы. Раскатываю полимерную глину в тонкую ниточку, нарезаю ее лезвием и каждый отрезок прокатываю еще тоньше, чтобы веточки получились очень тонкие, так как аппликация у нас будет небольшая и все детали будут не крупного размера. Сделав определенное количество заготовок, начинаю раскладывать их на поверхности основы. Распределяю веточки в хаотичном порядке, но придерживаюсь определенного расстояния, так как у нас еще будут располагаться цветы и непосредственно сами почки на этих веточках. Очень близко друг к другу их располагать не нужно. Делайте их разной длины и также используйте небольшой изгиб, чтобы они не смотрелись топорно и не выглядели как просто нарубленные палки. На видео это не очень хорошо заметно. Для создания почек я использую белый с блестками. Можно воспользоваться белым классическим оттенком. Точно так же разогреваем пластику в руках, доводим ее до мягкого состояния и раскатываем в тонкую нить. Далее ниточку стараемся нарезать на одинаковые срезы. Каждый из срезов катаем в шарик и придаем шарику форму капли. Соблюдайте пропорции. Веточки у вас не должны получиться очень широкими, а почки очень маленькими. Слегка под наклоном размещаю почки в шахматном порядке друг от друга. Для этой работы очень удобно использовать небольшое стеклышко или керамическую плитку, потому что вы можете ее поворачивать любой стороной и ровненько укладывать рисунок на поверхности пласта. Используя спицу, толстую иглу или зубочистку, добавляем рельефный рисунок каждой почке. Просто немножко взрыхляем глину, чтобы почки не выглядели пластмассово. Я тонко раскатываю коричневую полимерную глину и нарезаю ее на совершенно маленькие срезы, они около 1 мм. Каждым срезом я закрываю место стыка почки и самой веточки. Добавляю коричневую заготовку с нижнего угла на каждую почку. Используя зеленую акриловую краску, прорисовываю листву между веточками вербы. Также оставляя пространство между самими веточками и листвой, так как у нас еще будут располагаться цветы на этой листве. Друзья, приступаем к лепке цветов. Для этого я использую желтую полимерную глину, она у меня с блестками, можно воспользоваться классическим желтым цветом, он достаточно яркий и наши цветы станут отличным акцентом к данному полотну. Раскатываем глину в тонкую ниточку, нарезаем ее на одинаковые срезы и из срезов формируем шарики. Дальше прижимаем шарики пальцем к поверхности стола и придаем им полукруглую форму. Также тут следите за пропорциями. Цветы не должны быть очень большими, так как их неудобно будет располагать, совмещать друг с другом. Можно поиграть с размерами, сделать открытые цветочки, сделать срезы немного большего размера и еще совсем маленькие бутончики. А это значит, что глины для бутонов нужно отрезать чуть поменьше.
Для того, чтобы задать необходимую форму цветам, я использую несколько инструментов. Вы можете воспользоваться теми инструментами, которые у вас есть. Сначала мы прорисовываем лепестки, затем проводим прожилки. Маленькие бутоны сделать намного проще. Мы вытягиваем глину, также прижимаем к поверхности, придавая форму полукруга. И иголочкой прорисовываем одну или две прожилки по центру и с боковой стороны. Размещаем цветы на полотно. Крупными бутонами я украшаю верхушки листвы, а бутоны поменьше добавляю с боковых сторон или если у меня остаются большие зазоры в листве по центру. Помогайте себе теми инструментами, с которыми вы работаете на данный момент. Для того, чтобы глина лучше сцепилась друг с другом и для того, чтобы придать заготовкам текстурную поверхность, прорисовывайте прожилки непосредственно уже на самом полотне, когда располагаете цветы. Здесь же можно подровнять форму бутонов, расположение и направление цветов, а также сделать лепестки более удлиненными или наоборот их укоротить. Все это делайте прямо на поверхности пласта, потому что любые манипуляции дополнительные с заготовками лучше скрепят глину между собой во время обжига. Желтыми цветами мы с вами имитировали весенние крокусы. Но также весной распускается много и белых цветочков, например, анемоны. Мы можем добавить их, они станут хорошим дополнением между желтыми и голубыми оттенками. Данные цветочки имеют по 6 лепестков, я в интернете где-то даже увидела 7, поэтому смотрите опять же от размера ваших заготовок, сколько лепесточков влезет, столько и добавляйте. На пустотах полотна начинаем располагать наши белые цветы. Вот таким образом я располагаю лепестки, располагаю их по кругу и, используя инструменты, вдавливаю лепестки в глину. Немного тяну глину к центру, чтобы его закрыть. Тут также по желанию тонкой иглой можно прорисовать бороздки на каждом лепесточке. Использую небольшой шарик желтой глины и закрываю им центр. Иголочкой взрыхляю поверхность сердцевинки. Уже такая чудесная картина у нас с вами начинает вырисовываться. Давайте добавим нашей нарисованной листве объема и для этого просто иглой сделаем прожилки по расположению листов. Мне кажется, что пустого пространства между деталями все равно остается много, и поэтому я начинаю импровизировать и добавлять дополнительный рисунок. Иглой подцепливаю небольшое количество полимерной глины и размещаю ее в пустых пространствах между основным рисунком. Каким-то острым инструментом мы также можем добавить по поверхности текстуру в виде точек. За счет того, что размеры полотна позволяют мне сделать несколько пар сережек, я решила сделать их разными. Для этого использую каттеры разной формы. Всего у меня получится 5 пар сережек вот такой интересной геометрической формы. Подгоняю каттеры по рисунку, слежу за тем, чтобы при вырезании новой формы стенки заготовок не пересекались друг с другом. И вот так одна за одной вырезаю необходимые заготовки. У меня каттеры от Metal Clay Studio. Это 2 зеркальных набора, в которых входят 4 формы каттеров. Продаются они отдельно, как отдельные формы, но в комплекте это получается полноценный набор для создания одинаковых отзеркальных заготовок. Подцепливаю спицы и снимаю лишнюю глину со стекла. На нем у меня остаются только формы будущих сережек. Между заготовками на подвеске по-любому будет оставаться небольшое пространство, и используя вот такие маленькие каттеры можно сделать основы для пусет. Хотите, чтобы пусеты и подвески немного отличались друг от друга, используйте однородный цвет глины. Раскатайте пластику с помощью текстурных ковриков, придайте глине рельеф и также, используя маленькие каттеры, вырезайте заготовки. Я использую коврики от компании Happy Clay. Если у вас пока нет профессиональных инструментов, в дело пойдут штампы. Можно поискать дома рельефные бусины или какие-то ажурные салфетки, кружево. Делаем отверстия под колечки и на этом этапе отправляем заготовки на обжиг. Используйте стандартный обжиг, указанный на упаковке вашей полимерной глины, или обжигайте изделие при той температуре, при которой вы обычно работаете с пластикой.
Мои заготовки остыли, и я их собрала на колечки диаметром 8 мм, можно использовать 1 см, тогда они будут легко ходить. И вот такие пары сережек у меня получились. Теперь нам нужно закрепить пусеты с обратной стороны заготовок. Сделать это можно, использовав повторный обжиг, или воспользоваться ювелирной смолой или эпоксиполом. Раскатываем глину такого же оттенка, как наша основа. Вырезаем 2 небольшие заготовки. По центру заготовок вставляем пусеты и размещаем их с обратной верхней стороны сережек. Если вам тяжело работать с полимерной глиной в сыром и запеченном виде, воспользуйтесь термоклеем. При обжиге он плотно скрепит пластику между друг с другом. Вот так пальчиками прижимаю глину. Лишнее можно срезать, и также можно добавить какую-то текстурную поверхность. И когда все будет готово, снова отправляем заготовки на обжиг при той же самой температуре. Друзья, я надеюсь, что данное видео вас вдохновит на создание своих интересных, необычных украшений. Но если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых мастер-классах. Также спасибо за вашу активность под этим роликом. Оставляйте свое мнение, свои комментарии, что бы вы хотели еще увидеть на моем канале. Ну а я вас целую, всем хорошего дня и до новых встреч!